Глава 1461. Побег. Услышав холодные слова Ханьли, Лэйлань и остальные, естественно, поняли, что Ханьли не шутит. Таким образом, не смея медлить, помчались в плодам адского пламени, вытаскивая деревянные коробки, в которых они могли хранить фрукты. Цинься даже взяла лишний плод и обеими руками передала деревянную коробку Ханьли. Ханьли без колебаний принял коробку, и, взмахнув рукавом, коробка исчезла во вспышке лазурного света. В этот момент Лэйлань и Байби также собрали свои плоды адского пламени и собрались поблизости. «Уходим. Не останавливайтесь и не отвлекайтесь ни на что, мы должны вернуться на поверхность как можно скорее», сказал Ханьли серьезным голосом, а затем улетел прочь в виде полоски лазурного света без каких-либо дополнительных объяснений. Байби и остальные не знали, почему он так внезапно стал торопиться покинуть земную бездну, но они могли догадаться, что это, скорее всего, было связано с кровавым змеем. Даже невероятно могущественный Ханьли находился в таком тяжелом состоянии, остальные трое чувствовали себя еще более обеспокоенными. Таким образом, Лэйлань и другие немедленно последовали за ним. Все четверо из них исчезли вдали в мгновение ока. 2 дня спустя гигантский золотой цветок все еще стоял в том деревянном зале на 3-м уровне земной бездны. Черная женщина внизу погладила себя по подбородку, по-видимому, в глубокой задумчивости. В этот момент в зале не было никого, кроме пары служанок в зеленых одеждах. Внезапно из-за дверей ворвалась полоска малинового света, после чего малиновый свет исчез, раскрывая малиновое демоническое существо, которое преклонило перед ней колени. Это был никто иной, как кровавый змей, который только что столкнулся с Ханьли в битве. «Я отдаю дань уважения моей госпоже», — уважительно сказал кровавый змей. Женщина равнодушно посмотрела на кровавого змея и спросила, как все прошло. «Удалось ли тебе убить этих людей и забрать их души?» «Моя госпожа, я оказался бесполезен и не мог убить этих людей», ответил Сюэду, еще больше опустив голову. «А, значит, эти люди действительно необычные», женщина не только не взбесилась, но и была весьма заинтригована. «Да, моя госпожа». Остальные были вполне обычными в том смысле, что они были всего лишь обычными духовными генералами, но один из них был в состоянии выдержать всю силу моей небесной кровавой молнии в лоб, хотя был всего лишь духовным генералом на поздней стадии, а также атаку моего адского шипа кровавой реки своим физическим телом, и остался при этом совершенно невредимым. «Ты сказала мне немедленно возвращаться, если я потерплю неудачу, поэтому я вернулся после своих неудачных атак», рассказал Сюэду. «Он смог противостоять твоей небесной кровавой молнии и адскому шипу кровавой реки». Черная тень уже знала, что она услышит какие-то интересные новости, но слова Сюэду по-прежнему были для нее сюрпризом. Кровавый змей на мгновение замолчал, а затем ответил: «Верно, не только это, но и техники передвижения этого человека и другие способности также весьма необычны. Даже если бы я вступил с ним в битву и сражался изо всех сил, я бы все равно, вероятно, был побежден. В этом мире бесчисленное множество способностей, поэтому неудивительно, что он смог противостоять твоей небесной кровавой молнии. Однако способность отразить твой адский шип кровавой реки одним только физическим телом, будучи только на поздней стадии духовного генерала, действительно предполагает, что он весьма необычное существо. Это означает, что его физическое тело чрезвычайно мощное, и он был бы идеальной жертвой для кровавого жертвоприношения. Очень хорошо, мы должны подготовить 3 кровавых жертвоприношения высшего ранга, но я нашла только одну и так волновалась по этому поводу, в голосе женщины звучали нотки восторга. «Госпожа, что нам делать дальше?» «Я пойду и лично поймаю этого человека живым, а затем использую его для проведения заключительной церемонии жертвоприношения», голос женщины внезапно стал довольно зловещим. «Но, госпожа, разве мастер Ди Сюй не преследует этого человека?» Напомнил кровавый змей. Ду Сюй явно хочет убить этих летающих духов ради их инских душ и использовать их для своего рода обмена. Мне нужно только физическое тело этого человека, так что здесь нет конфликта интересов. Почему я должна беспокоиться? Холодно сказала женщина, и ее догадка оказалась верной. «Ваша мудрость не имеет себе равных, госпожа». Благодаря ее словам кровавому змею все стало понятно. «Мы не можем больше откладывать. Ди Сюй, телепортируйся со мной на 2-й уровень и давай вместе выследим этого человека», проинструктировала женщина. «Да, моя госпожа». Кровавый змей немедленно поднялся на ноги. Черная тень на гигантском золотом цветке вспыхнула, и рядом с кровавым змеем появилась женщина, напоминавшая призрака. Она сделала печать заклинания руками и начала что-то петь, в результате чего ее тело вспыхнуло угольно-черным светом, окутав двоих в мгновение ока. Вскоре после этого они исчезли во вспышке черного света. С другой стороны, Ханьли и другие летели изо всех сил, преодолевая расстояние, которое в противном случае заняло бы несколько дней всего за один день.
Однако они все еще не снижали скорость. К счастью, все опасные демонические звери на пути уже были ими истреблены, и они были хорошо знакомы с этим маршрутом, поскольку уже однажды проходили его, поэтому им не было необходимости останавливаться по пути. Несмотря на то, Байби, Цинься и Лэйлань израсходовали много духовной силы во время такого интенсивного полета, они изо всех сил пытались поддерживать этот темп. Они не осмелились жаловаться, глядя на мрачное выражение лица Ханьли, поэтому им оставалось только продолжать движение, стиснув зубы. Через день впереди показалось болото, и им был открыт выход на второй уровень. Ханьли вздохнул с облегчением, глядя на болото, и осторожно повел группу к выходу. Спустя полдня Ханьли и остальные снова появились в долине на первом уровне земной бездны. В этот момент Ханьли внезапно принял решение, от которого остальные полностью потеряли сознание. Как только они вышли из долины, Ханьли внезапно сказал холодным голосом: «С этого момента мы разделимся. Отделитесь от меня, и мы полетим обратно на поверхность так быстро, как сможем, по разным маршрутам». «Что? Почему, брат Хань?» Байби и остальные были ошеломлены, услышав это. «Из-за сложившейся ситуации я не буду больше держать это в тайне от вас троих. Возможно, мы заинтересовали существо ранга демонического монарха в этой земной бездне. Даже с моими способностями я не смогу противостоять такому страшному существу. Я не знаю, когда они смогут нас догнать, но если мы разделимся, есть шанс, что они придут за мной, а значит, у вас будет больше шансов сбежать на поверхность. Вдобавок ко всему, без вас я также смогу бежать быстрее. На этом первом уровне должно быть очень мало вещей, которые могут представлять угрозу для вас, так что вы должны быть здесь в безопасности», — объяснил Ханьли. Каким образом существо ранга демонического монарха могло заинтересовать нас? Вы уверены, что правильно оценили ситуацию, брат Хань? Цинься сразу же смертельно побледнела. Я не знаю причины, но это все, что я могу сказать. Ваша жизнь принадлежит вам, и вы можете выбирать, верите ли вы мне или нет. Однако я предлагаю нам разделиться. Наши преследователи скоро догонят нас, бодро сказал Ханьли. Услышав это, Лэйлань и остальные переглянулись. Все было так, как сказал Ханьли, их жизни принадлежали им. Независимо от того, ошибся ли Ханьли или нет, они могли считать это правдой. Более того, суждение Ханьли было безупречным на протяжении всего их путешествия, так что вероятность того, что он был прав, была высокой. Таким образом, Лэйлань и другие могли последовать его совету и полететь в другом направлении только после того, как Ханьли улетел и оставил их позади. Как только они смогут вернуться на поверхность, они, скорее всего, будут в безопасности. Полоска лазурного света безумно пронеслась по бесплодным равнинам, двигаясь со скоростью молнии. Она переместилась с одного конца неба на другой всего за несколько мгновений, летя совершенно беззвучно. Многие демонические звери и демонические насекомые внизу заметили полоску лазурного света в небе, но они были недостаточно быстры, чтобы ее догнать, поэтому они могли только смотреть, как она исчезает вдалеке. Ханьли летел так быстро, как только мог, держа в руках пару высокоранговых духовных камней, чтобы восполнять свою энергию. Когда он путешествовал в мир духов через пространственный узел, он израсходовал все свое тысячелетнее духовное молоко. Таким образом, у него не было выбора, кроме как использовать вместо этого высокоранговые духовные камни. Они действительно были чрезвычайно ценными, но в этой ужасной ситуации он определенно не мог позволить себе поскупиться ими. Решение Ханьли расстаться с тремя другими было вынужденным. Он сказал Лэйлань и остальным большую часть правды, но одну вещь он скрыл от них. У него было ощущение, что те демоны, которые были раньше, похоже, нацелились на него и не обращали особого внимания на Лэйлань и других. В этой ситуации отделение от него сделало бы остаток их пути на поверхность намного безопаснее. Он защищал двух священных учеников расы Тянь-Пен на протяжении всего этого испытания, помог им заполучить плоды адского пламени, а также благополучно вернул их на первый уровень. Он сделал все, что было в его силах, так что остальное было дело самих священных учеников. Теперь ему пришлось беспокоиться о собственной безопасности. До этого момента он не замечал ничего плохого поблизости и находился недалеко от входа, ведущего на поверхность, но Ханьли не смел терять бдительность. Он не только не замедлился, но вместо этого выплюнул полный рот кровавой эссенции и применил секретную технику, чтобы ускориться еще больше. Если бы он мог потратить немного энергии, чтобы избежать демонического монарха стадии интеграции тела, то это определенно было бы мудрым решением. Однако после полудня полета выражение лица Ханьли резко изменилось, и он резко повернулся, чтобы посмотреть назад. Далеко в небе полоска черного света и неслась прямо к нему. Более того, казалось, что она быстро приближается. На лице Ханьли появилось мрачное выражение, и он немедленно взмахнул розовыми крыльями, в мгновение ока появившись на расстоянии более 1000 футов. У него не было никаких средств, с помощью которых он мог бы спрятаться, поэтому он мог только использовать свои грозовые крылья на всю мощь.
Слабый крик удивления раздался изнутри черного света, и Хань Ли почувствовал, будто он раздался прямо над ним. Его сердце ушло в пятки, и он энергично взмахнул крыльями, взмывая в воздух с поразительной скоростью, словно пытался разорвать само пространство. Глава 1462. Заговор. Это он впереди, верно. У него действительно есть некоторые навыки. Однако, если он сможет сбежать от меня, это будет похоже на шутку, раздался женский голос. В полосе черного света находились никто иной, как женщина-тень и Сюэду. Им удалось каким-то образом выследить Хань Ли с безошибочной точностью вплоть до первого уровня. Женщина захихикала холодным тоном, сделав печать заклинания рукой. Вокруг них заклубился черный свет, демонстрируя черную формацию света. Свет пронзил формацию, и тело женщины и Сюэду слегка расплылись, а затем вовсе исчезли. Затем произошла невероятная сцена. Пока Хань Ли мчался по воздуху, внезапно впереди вспыхнули пространственные колебания, после чего из воздуха возникла массивная черная формация. Сердце Хань Ли задрожало, и он хотел остановиться, но было уже слишком поздно. Использование всей мощи грозовых крыльев, естественно, позволяло ему лететь с необычайной скоростью, но то, что он получил в скорости, было скомпрометировано отсутствием контроля. Таким образом, он с головой погрузился в черную формацию, будучи не в состоянии остановить свой собственный импульс. Хань Ли почувствовал, как мир вокруг него потемнел, вслед за чем со всех сторон пронеслись полоски черного света и порывы инских ветров, как если бы он вошел через врата ада. Хань Ли немедленно выпустил бесчисленные дуги золотых молний, не колеблясь среди череды громких раскатов грома. Весь черный свет и инские ветры немедленно превратились в ничто, как только они вошли в контакт с этой золотой молнией, словно встретили проклятие своего существования. Божественная дьявольская молния. У тебя есть молния такого ранга. Со всех сторон вокруг Хань Ли раздался удивленный голос женщины, после чего черный свет в окрестностях закружился, набирая скорость. Сердце Хань Ли содрогнулось от шока, и все золотые дуги молний вокруг его тела образовали золотую одежду с молнией, которая покрыла его тело. Однако именно в этот момент раздался хихикающий женский голос. «Не нужно волноваться, господин даосист. У меня нет к вам злых намерений. Я всего лишь хотел пригласить вас в качестве гостя в мою скромную резиденцию». Хань Ли, естественно, не собирался покупаться на эту лесть и взмахнул крыльями, пытаясь сбежать. Однако женщина, казалось, заранее предвидела его действия и неожиданно протянула к нему ладонь. Взрыв огромной силы обрушился на Хань Ли, и его сила была такой, что даже с его нынешним телом он все еще не мог пробиться сквозь нее. Сердце Хань Ли сразу же ушло в пятки. За доли секунды внутри массивной формации вспыхнул черный свет, и все трое сразу исчезли. Хань Ли охватил приступ головокружения, и он немедленно активировал свою технику великого развития, чтобы восстановить ясность ума. Только тогда он обнаружил, что был телепортирован на высокую платформу, напоминающую жертвенный алтарь. В этот момент он стоял на вершине трансфортной формации. Женщина и кровавый змей стояли не слишком далеко от него, и казалось, что они даже не двинулись ни на шаг с самого начала. Судя по плотной ауре вокруг, это был уровень земной бездны глубже второго уровня. Еще больше его беспокоило то, что около платформы стояло 7 или 8 демонов разных форм. Все они были полудемоническими существами, находившимися на стадиях зарождающейся души и божественной трансформации. Глядя на здание вокруг высокой платформы, он явно был телепортирован в гнездо какого-то демонического зверя. В этой опасной ситуации Хань Ли не осмелился совершить какие-либо безрассудные действия и просто молча взглянул на женщину. Скорее всего, это была госпожа, о которой говорил кровавый змей. Иначе как она могла обладать такими необычными способностями, чтобы с такой легкостью похитить его в это место? «Давай сначала поговори со мной в зале, господин даосист», пригласила черная тень женщина с улыбкой, а затем полетела к группе зданий вдали. Сюэду посмотрел на Хань Ли с довольно своеобразным выражением лица и последовал за женщиной. Похоже, его нисколько не беспокоило то, что Хань Ли снова попытается сбежать. Хань Ли огляделся на группу зданий, затем на небо, и на его лице появилась кривая улыбка. Все небо было заполнено плотными серыми облаками, и из неба исходил всплеск неописуемой духовной силы со вспышками черных молний. Здесь явно установлено сильное ограничение, и отсюда нельзя было сбежать за короткое время. Однако, судя по словам и действиям женщины, она не собиралась убивать его сразу. Таким образом, лучше всего было сначала выслушать то, что она скажет, а затем посмотреть, есть ли какие-то возможности, которыми он мог бы воспользоваться. Таким образом, Хань Ли почувствовал себя немного увереннее, следуя за женщиной и Сюэду в виде полоски лазурного света. Женщина и кровавый змей привели Хань Ли к самому большому из зданий.
Он взглянул на демонических зверей, стоящих на страже по обе стороны деревянного зала, и на его лице появилось странное выражение. Все эти демонические звери были невысокими обезьяноподобными существами, каждая из которых сидела на черном гигантском духовном цветке, корни которого уходили глубоко в землю за дверьми деревянного зала. На лице Хань Ли появилось созерцательное выражение, и он почувствовал, что понял, почему эта женщина нацелена на него. Без дальнейшего промедления Хань Ли вошел в зал под грозным взглядом обезьян снаружи. В зале было совершенно пусто, если не считать черной теневой женщины и кровавого змея. По обе стороны зала стояли два ряда деревянных стульев, а женщина уже подошла к массивному золотому цветку в центре зала. Затем она села, скрестив ноги, а кровавый змей послушно встал рядом с ней. Женщина жестом пригласила Хань Ли сесть на один из ближайших деревянных стульев, а затем хлопнула в ладоши и сказала: «Принесите чаю нашему гостю». Несколько мгновений спустя в холле появилась служанка в зеленом халате с приятными чертами лица, неся деревянное блюдо с двумя чашками. Она протянула чашку Хань Ли, а другую — женщине, оставив кровавого змея без угощения. Однако Сюэду не обратил на это внимания, словно он уже привык к такому обращению. Хань Ли посмотрел на чай в чашке, и его губы дрогнули. В чистой белой чашке была крошечная лужица угольно-черной жидкости с отвратительным запахом. Даже от того, что он вдохнул запах этого чая, выражение его лица слегка изменилось, не говоря уже о том, чтобы пить его. Он смог мгновенно определить, что в этом чае было несколько десятков видов смертельного яда, и он смог идентифицировать только небольшую часть его составляющих. Даже с теми ядами, которые он идентифицировал, их определенно было бы достаточно, чтобы убить обычного человека на его месте. Хань Ли действительно был достаточно уверен в своем физическом теле, но он определенно не собирался пить яд без уважительной причины. На лице женщины появилась легкая улыбка, и она, похоже, опознала сопротивление Хань Ли. «Будьте уверены, господин даосист. Я завариваю этот чай, используя 81 вид смертельного яда, но все они нейтрализуют друг друга, создавая совершенно безвредный напиток. Кроме того, частое употребление этого напитка полезно для духовного чутья». Затем она отхлебнула глоток этого чая, подавая ему пример, и Хань Ли, на мгновение помедлив, также сделать небольшой глоток. Благодаря способностям женщины, ей не нужно было пытаться убить его с помощью отравленного чая, поскольку других, более прямых методов было бы достаточно. Таким образом, она действительно решила рассказать ему то, что она запланировала. Более того, оказалось, что она не лгала об этом. Чай с гнилостным запахом был чрезвычайно горьким, но, скользнув по его горлу, превратился в шар тепла, распространившийся по всему его телу через меридианы. В то же время прохладное ощущение пронеслось в его голове, заставив его мгновенно почувствовать себя более сосредоточенным. Он быстро осмотрел свое тело своим духовным чутьем и с большим облегчением обнаружил, что его не отравили. «Спасибо за гостеприимство, старшая, но могу ли я спросить, зачем вы привели меня сюда? Я впервые здесь, в этой земной бездне, и, конечно же, я не сделал ничего, чтобы вас обидеть», сказал Хань Ли мрачным голосом и поставил чашку на стол рядом с собой. Черная женщина-тень какое-то время внимательно оценивала Хань Ли, что у него аж мурашки побежали по телу, и только потом она ответила неторопливым голосом: «Я пригласила вас сюда, потому что я бы хотела обсудить с вами нечто важное, но в этом нет никакой спешки. Вы можете сначала остаться здесь на несколько дней, а потом я вам все расскажу. Кстати, можно узнать ваше имя? Меня зовут Му Цин». Немного помедлив, Хань Ли решил сказать правду. Младший Хань Ли отдает дань уважения старшему Му Цин. Нет смысла лгать о чем-то подобном, и если его ложь будет разоблачена, то Му Цин непременно все поймет. «Итак, значит, ты господин даосист Хань. Биэр, проводи господина Ханя пока отдохнуть в гостевом павильоне. Убедись, что удовлетворили все его потребности». Голос Му Цин внезапно стал довольно холодным, когда она давала инструкции служанке. Услышав это, женщина в зеленой мантии дрогнула, но тут же упала на колени, чтобы принять приказ. Таким образом, Хань Ли мог только встать и последовать за ней из зала. Теперь в зале остались только Му Цин и Сюэду. Му Цин посмотрела в том направлении, куда ушел Хань Ли, с глубокой задумчивостью на лице. Между тем Сюэду хранил рядом с ней полное молчание, как будто он был нем. «Сюэду, ты не хочешь спросить меня, почему я передумала?» Внезапно спросила Му Цин. «Моя госпожа, у вас, разумеется, есть на это свои причины». «Мне не нужно задавать какие-либо вопросы», — почтительно ответил Сюэду. «Хе-хе, а ты умеешь разговаривать. У меня нет причин хранить это в секрете от тебя. Я решила передумать, потому что нашел для него более достойное применение, чем использование его в качестве жертвоприношения», — хихикнула Му Цин. «Может быть, вы имеете в виду его божественную дьявольскую молнию, госпожа?» — спросил Сюэду, и его сердце слегка забилось.
Хе-хе, все верно. Хорошую кровавую жертву трудно найти, но я всегда могу сделать это, только понадобится больше времени. Однако его божественная дьявольская молния поможет мне, и вероятность успеха нашего грандиозного плана увеличится на минимум 10%. Мне нужно уточнить, что из этого важнее. Объяснила Му Цин. Глава 1463. Тайна божественной дьявольской молнии. Понятно. Неудивительно, что тогда вы передумали, госпожа. Однако мастер Дисюй хотел убить этого человека, поэтому нам придется дать ему надлежащее объяснение. В конце концов, он определенно не из тех, кто может простить и забыть, усмехнулся Сюэду. Я хорошо об этом знаю. Однако присматривай пока за этим Ханем, пока я не расскажу ему все. В противном случае будет очень неприятно, если он снова сбежит, проинструктировала Му Цин. Да, госпожа. Я буду не спускать с него глаз, уважительно ответил Сюэду. Му Цин кивнул с довольным выражением на лице и снисходительно махнул рукой, и Сюэду сразу же понял, что ему пора уходить. Тем временем Му Цин сидела неподвижно в созерцании, а затем внезапно положила руку на гигантский золотой цветок перед ней. Массивный цветок слегка задрожал, и из сердцевины цветка появилось мерцающее станинное золотое зеркало. Над зеркалом стали мерцать руны, и Му Цин открыла рот, выплюнув шар зеленой ци на поверхность зеркала. Вспыхнул золотой свет, и зеленая ци исчезла в зеркале, после чего на поверхности появился слой золотого света. Спустя мгновение из золотого света раздался равнодушный мужской голос. «Зачем ты связалась со мной, госпожа Му?» Му Цин улыбнулась, услышав этот голос, и ответила: «Брат Лю Цзу, мне было интересно, как продвигается твоя коллекция иньской ци. Сможешь ли ты дать достаточно иньской ци для этой призрачной ведьмы, чтобы очистить достаточное количество высших иньских призрачных доспехов к назначенной дате?» После недолгого молчания Лю Цзу ответил совершенно бесстрастным голосом: «Я собрал всю иньскую ци, что есть на нижних уровнях. На первом уровне довольно мало иньской ци, но я смогу собрать все вовремя. Этого определенно хватит на 8000 доспехов. Почему ты вдруг спросила об этом?» Вместо того, чтобы ответить на вопрос, Му Цин сменила тему. Согласно нашему плану, 8000 высших иньских призрачных доспехов и все марионетки Дисюи всего лишь пушечное мясо, чтобы проложить путь призракам Адской реки. Однако мы должны использовать другой метод, чтобы снять ограничения на Адскую реку. Ресурсы, которые в настоящее время есть в нашем распоряжении, не так надежны для этой задачи. Лю Цзу сразу кое-что уловил, и его голос слегка изменился. «Ты нашла другой способ снять это ограничение, госпожа Му?» «Хе-хе, ты, конечно, хорошо меня знаешь, брат Лю Цзу. Я действительно только что обнаружил кое-что ценное, и я хотела поделиться с тобой хорошей новостью», — усмехнулась она. «И что это за новость?» Голос Лю Цзу снова стал бесстрастным. «Я нашла существо, которое может использовать божественную дьявольскую молнию. Мы должны были следовать нашему первоначальному плану, но есть хороший шанс, что он может потерпеть неудачу. Однако с божественной дьявольской молнией эта дьявольская ци не будет проблемой для нас», — сказала Му Цин с серьезным выражением на лице. Божественная дьявольская молния действительно является проклятием всей дьявольской ци, но в древние времена, когда раса злых драконов правила миром духов, почти весь золотой молниеносный бамбук в мире духов был уничтожен. В то время все культиваторы с божественной дьявольской молнией или обладавшие этим бамбуком также были убиты. Как тебе удалось найти кого-то, способного использовать такую божественную дьявольскую молнию? Ты уверена, что не ошиблась?» Лю Цзу, похоже, скептически отнесся к ее заявлению. «Будь уверен, брат Лю Цзу, молния, выпущенная этим человеком, определенно была божественной дьявольской молнией. Единственная проблема в том, что он, похоже, не знает истинного метода использования этой молнии. Он просто высвобождает ее как часть своей атаки, как если бы это была обычная молния, и в результате он может использовать лишь крошечную часть ее силы», — холодно усмехнулась Му Цин. «А в таком случае это имеет смысл. Это существо, должно быть, случайно наткнулось на нее в записях и случайно получило эту молнию», — спокойно проанализировал Лю Цзу. «Хе-хе, я тоже так считаю. В противном случае, если бы он был способен высвободить истинную силу своей божественной дьявольской молнии, даже нам с тобой пришлось бы опасаться его. Однако то, что мы столкнулись с таким существом в такое время, в таком месте, для нас огромная удача. Похоже, что даже небеса благоволят нам», — с улыбкой сказала Му Цин. «Если он действительно обладает божественной дьявольской молнией, тогда он, естественно, будет нам большой подмогой. Однако почему ты вдруг решила рассказать мне об этом? Есть какие-то неприятные обстоятельства?» — спросил Лю Цзу. «Твоя мудрость действительно не имеет себе равных, брат Лю Цзу.
По правде говоря, Ди Сюй просил меня убить этого человека и отдать ему его иньскую душу. Я предполагаю, что это, скорее всего, как-то связано с ведьмой-призраком, Му Цин ответил слабой улыбкой. Понятно. Значит, ты хочешь оставить этого человека себе и попросить меня выступить посредником? Лю Цзу сразу понял намерение Му Цин. Все верно. Ты должен знать, что я обладаю телом древесного духа, поэтому мое понимание золотого молниеносного нефрита не имеет себе равных среди нас четверых. Если я смогу дать этому человеку руководство лично, он сможет быстро овладеть истинной силой его божественной дьявольской молнии до начала нашего плана. Му Цин усмехнулась в ответ, не собираясь скрывать что-либо. Ты права, но это очень важный вопрос, поэтому мне придется обсудить его с остальными. Нам троим также придется лично увидеть этого человека для проверки, наконец ответил Лю Цзу после длительного периода созерцания. Это определенно можно устроить. Все вы можете собраться в моей резиденции через полмесяца. Я оставляю это на тебя, чтобы ты сообщил остальным, чтобы сообщить остальным, брат Лю Цзу. Я обязательно приготовлю для вас великолепный прием, с улыбкой сказала Му Цин с улыбкой. Хорошо, мы сделаем, как ты говоришь, без колебаний согласился Лю Цзу. Затем золотой свет на зеркале погас, и передача голоса была прервана. Это именно то, что я ожидала. Лю Цзу не волнует, в чьи руки попадет этот человек. Но опять же, он единственный среди нас, кто не боится божественной дьявольской молнии, поэтому, конечно, для него это не имеет значения. Двое других, скорее всего, не смогут принять эту договоренность. Для них будет очень плохо, что я схватила его, но я никак не могу передать его им. Холодный голос Му Цин эхом разнесся по просторному залу. Хань Ли сидел за круглым столом, безмолвно глядя на человека, который наливал ему вино, с широкой улыбкой на лице. Это был ученый с набором изящных черт лица, лет 30. В настоящее время он держал в руках зеленую нефритовую чашу с вином и пытался предложить тост. На круглом столе стояли всевозможные вкусные блюда, а также черная урна. Урна была наполнена восхитительным вином, источающим завораживающий аромат. В стороне стоял служанка в зеленом одеянии по имени Биер. «Давай, брат Хань, попробуй наше вино из древесной эссенции». Оно было сварено с использованием эссенции тысячелетнего духовного дерева, и хотя оно может быть не таким эффективным, как чай, который ты пил раньше, он все же может укрепить твои духовные силы. Как только ты выпьешь еще несколько чашек этого вина, ты поймешь, насколько оно восхитительно, с энтузиазмом сказал ученый средних лет. Старший Сюэду, когда дело доходит до вина, я чувствую, что на пределе уже через несколько чашек. Если я продолжу, я поставлю себя в неловкое положение, смиренно сказал Хань Ли. Этот ученый средних лет был никем иным, как человеческой формой этого кровавого змея. Как только Хань Ли провели в гостевой павильон, он сразу же появился и организовал этот грандиозный пир для себя и Хань Ли. По сути, они держали Хань Ли в плену, поэтому он, естественно, не мог отказаться. Таким образом, он мог только сесть за стол и пообедать с кровавым змеем. Ха-ха, с нашими уровнями культивации несколько чашек спиртного почти не окажут никакого эффекта. Может быть, ты все еще злишься на меня из-за нашей предыдущей битвы? Внезапно спросил Сюэду, склонив голову набок. Хе-хе, если бы ты не сказал, я бы не вспомнил о таком тривиальном событии. Мне ни на что злиться. Хорошо, тогда я выпью еще одну чашку вина. Хань Ли оставалось только пойти на уступки перед лицом настойчивости Сюэду. Затем он налил себе чашу вина и выпил ее залпом. Биер немедленно шагнула вперед, чтобы снова наполнить чашу Хань Ли вином, но Хань Ли нахмурился в ответ, но в конце концов ничего не сказал. Тем временем Сюэду с улыбкой на лице сказал: «Наслаждайтесь временем здесь, в нашей лесной бессмертной долине. Моя госпожа явно высоко ценит тебя, поэтому у нее должно быть важное задание, которое ты должен выполнить. Независимо от того, что это за задание, ты определенно получишь щедрую награду за твои усилия. Разве это не лучше, чем вернуться в расу летающих духов, чтобы стать так называемым священным учеником? Я собираюсь пойти дальше и сказать, что наша земная бездна может обеспечить тебя всем, что может сделать раса летающих духов, и мы даже можем дать тебе то, чего не может дать раса летающих духов. Это прекрасная возможность для тебя, господин Даосист». Сюэду пытался убедить Хань Ли перейти на другую сторону. Губы Хань Ли дернулись, но он не дал прямого ответа. Вместо этого он улыбнулся и спросил, что это за уровень земной бездны. «Старший может рассказать мне об этом. И ты можешь сказать мне, что старшая Му Цин намеревается сделать со мной. К сожалению, это то, что я пока не смогу тебе сказать. Однако через полмесяца или максимум через месяц моя госпожа все расскажет тебе. Что касается того, на каком уровне земной бездны мы в настоящее время находится здесь, это то, что я определенно могу тебе рассказать.
Это лес черного тумана 3-го уровня, ответил Сюэду. Лес черного тумана. Неужели весь лес окутан инским туманом, который улавливает всех входящих в него существ? Услышав это, выражение лица Хань Ли немного изменилось. Ха-ха, так и есть. Не думал, что наш лес будет так известен в расе летающих духов. По правде говоря, моя госпожа установила ограничения в лесу, поэтому никакие существа не могут из него сбежать, весело усмехнулся Сюэду. Понятно, с кривой улыбкой на лице сказал Хань Ли и замолчал. Убедив Хань Ли выпить еще несколько чашек вина древесной эссенции, Сюэду внезапно спросил: «Кстати, есть кое-что, что меня очень интересует, не могли бы ты рассказать мне, брат Хань?» «Конечно. Я расскажу тебе все, что знаю». Сердце Хань Ли слегка дрогнуло, и он немедленно активировал свою великую технику развития, чтобы полностью рассеять намек на опьянение, объявшее его разум. Глава 1464. Очередная встреча с Юань-Я. Хе-хе, ничего особенного. Мне просто интересно, как ты смог достичь такого могущественного тела. Хотя мой адский шип Кровавой реки не славится своей остротой, ты смог отразить его одним своим физическим телом. Это по-прежнему невероятно, сказал Сюэду после короткой паузы. В то же время он смотрел в глаза Хань Ли немигающим взглядом. Итак, это то, о чем ты хотел меня спросить. Мое тело действительно немного сильнее, чем у обычного человека, но это только потому, что я случайно наткнулся на несколько духовных таблеток в прошлом и употребил их, чтобы укрепить свое телосложение. Мое тело не может сравниться с телом такого демонического змея, как ты, старший, спокойно ответил Хань Ли. Понятно. Я подозревал, что все так и было. Однако последняя трехголовая и шестирукая проекция, которую ты вызвал, чтобы заблокировать мою последнюю атаку, не кажется истинной духовной проекцией твоей расы, верно, брат Хань? Мне она показалась довольно знакомой, но я не могу вспомнить, где видел ее раньше. Не мог бы ты напомнить? Спросила Сюэду со слабой улыбкой. Это просто чужеземное искусство культивации, которое мне довелось получить, и я решил развивать, поскольку это была довольно полезная способность, но я тоже не слишком хорошо знаком с ее происхождением. Хань Ли дал крайне расплывчатый ответ. На самом деле его ответ не дал никаких ответов. Сюэду был немного удивлен, что Хань Ли смог выдать такой хитрый ответ после того, как выпил столько вина, но он просто усмехнулся и больше не стал говорить об этом. Таким образом, вскоре после того, как Сюэду стал пьянеть, он попрощался с Хань Ли. Хань Ли стоял у окна павильона, и его фальшивая улыбка исчезла, глядя на уходившего Сюэду. Ученый средних лет неуверенно поплелся к другому павильону, который находился всего в нескольких тысячах футов от того, где находился Хань Ли. Хань Ли слегка нахмурился при виде этого. На таком близком расстоянии Сюэду сможет постоянно следить за его действиями. Похоже, что ему было поручено следить за Хань Ли. Помня об этом, Хань Ли отошел от окна. К этому моменту служанка в зеленом одеянии уже унесла посуду и урну с вином, и комната была приведена в первозданное состояние. Затем она почтительно встала в стороне, ожидая каких-либо указаний от Хань Ли. Хань Ли снисходительно махнул ей рукой и сказал: «Можешь идти, я хочу отдохнуть». «Я буду на первом этаже, не стесняйтесь звать меня в любое время, мастер Хань», послушно ответил Биэр и вышла из комнаты. Как только она ушла, Хань Ли провел рукой по своему браслету для хранения и достал стопку лазурных флагов формации. Затем он поднял руку, и около дюжины полос лазурного цвета пролетели во всех направлениях по комнате и исчезли в пространстве. Хань Ли сделал печать заклинания и установил формацию, после чего вокруг него раздался глухой удар. На стенах комнаты появилась лазурная световая преграда, создавшая ограничение. Это ограничение не имело защитных свойств, но было довольно эффективным в изолировании духовного чутья других. Хань Ли знал, что его заключили в тюрьму, но он все еще не хотел, чтобы Сюэду могла видеть все, что он делал. В другом павильоне Сюэду только что сел на футон с закрытыми глазами, и выражение его лица немного изменилось. Внезапно он снова открыл глаза, однако он снова закрыл их с холодной улыбкой на лице. В этот момент Хань Ли уже лег на свою кровать. Несмотря на то, что он находился в опасном месте, он ничего не мог поделать со своей нынешней ситуацией. Более того, он был довольно измучен испытаниями, которые ему пришлось пережить во время испытания земной бездны, так что это была хорошая возможность для него расслабиться и восстановить силы. Ему оставалось только обдумать стратегии, чтобы попытаться сбежать после восстановления до своего пикового состояния. Таким образом, Хань Ли быстро заснул. Он проспал целый день и всю ночь, прежде чем наконец проснулся. Встав с кровати, Хань Ли неторопливо размялся, а затем сел на деревянный стул рядом с кроватью и задумчиво погладил подбородок. Му Цин и Сюэду пытались убедить его, что они хотели поручить ему важную задачу с самого начала, но Хань Ли не поверил ни единому слову из этого.
Не говоря уже обо всем остальном, благодаря его бесчисленным годам боевого опыта, он мог сказать, что они двое действительно намеревались убить его изначально. Что касается того, почему эта Му Цин внезапно передумала, то это определенно потому, что она непреднамеренно обнаружила в нем что-то, что можно было использовать в своих интересах. Однако ей потребовалось всего несколько секунд, чтобы передумать, и единственный ключ, который мог придумать Ханли, заключался в том, что она, похоже, была встревожена его способностью использовать божественную дьявольскую молнию. Глаза Ханли вспыхнули, когда эта мысль пришла ему в голову. Ему казалось, что он что-то понял. Однако, несмотря на то, что божественная дьявольская молния была чрезвычайно эффективной для подавления всех сил тьмы и зла, ее эффективность была ограничена при дьявольской ци определенного ранга. Как могла сила его божественной дьявольской молнии привлечь интерес такого демонического монарха стадии интеграции тела, как Му Цин? Если дьявольское существо или злой дух были слишком сильны даже для нее, тогда как божественная дьявольская молния Ханли могла ей помочь? Ханли чувствовал себя довольно озадаченным. Однако он не пытался заставить себя прийти к выводу. Вместо этого он просто выдохнул и на данный момент отказался от этой мысли. Видя, что они нашли достойную причину, чтобы сохранить ему жизнь, он, скорее всего, сейчас будет в безопасности. Пока он сохраняет бдительность, он был вполне уверен в своей способности сбежать из этого места. Затем ему оставалось только дождаться, пока Му Цин раскроет ему все и придумать план побега, основанный на этой информации. Таким образом, Хань Ли решил сыграть в выжидательную игру. Что касается немедленного побега, ему пришла в голову мысль, но он не думал об этом очень долго, поскольку Сюэ Ду проживал так близко к нему. Затем его мысли обратились к Лэй Лань и остальным. Видя, как Му Цин и Сюэ Ду пошли за ним, эти трое, скорее всего, вернулись на поверхность и прошли испытание. Таким образом, он выполнил свое обещание, данное расе Тянь Пен, и снова обрел свободу. В результате обет Тянь Пен расы Тянь Пен перестанет оказывать на него какое-либо дальнейшее ограничивающее влияние. Но опять же, раса Тянь Пен была озабочена только тем, смогут ли Лэй Лань и Бай Би пройти испытание. Им было все равно, умер Хань Ли или нет. Хань Ли усмехнулся про себя, а затем вернулся на свою кровать и сел, скрестив ноги. Выражение его лица смягчилось, и он начал медитировать. Полмесяца пролетели в мгновение ика. В течение этого времени Сюэ Ду иногда приходил выпить и поболтать с Хань Ли, но Хань Ли оставался в своей комнате весь день, что облегчало работу Сюэ Ду. Однажды Сюэ Ду снова посетил Хань Ли и сказал с серьезным выражением лица: «Брат Хань, моя госпожа хотела бы встретиться с тобой в зале деревянных духов. Она хотела бы познакомить тебя с несколькими другими старшими». «Конечно». «Спасибо, что сообщил мне об этом старший Сюэ», — совершенно спокойно ответил Хань Ли. Сюэ Ду начал восхищаться душевной стойкостью Хань Ли. Если бы он был на месте Хань Ли, он знал, что точно не смог бы оставаться таким спокойным и собранным. Таким образом, Сюэ Ду вывел Хань Ли из гостевого павильона. Через некоторое время Хань Ли снова появился перед деревянным залом и вошел вслед за Сюэ Ду. Обстановка в зале немного отличалась от того, когда Хань Ли был здесь в последний раз. По обе стороны зала стояли 3 длинных стола, за каждым из которых сидела группа людей. Хань Ли перевел взгляд на стол, за которым сидели только 2 человека. Оба их тела были скрыты под длинными малиновыми одеждами, и Хань Ли не мог определить ни их внешний вид, ни их ауры. Насколько Хань Ли знал, эти люди могут даже быть аватарами одного и того же человека. На другом столе сидел плотный мужчина в черном плаще, из его тела исходил поток ледяной ци, создавая ощущение, будто воздух вокруг него замерз. За последним столом сидели 3 женщины. Одна из них была красавицей средних лет с белоснежной шевелюрой и очень бледной кожей. На ней было роскошное зеленое платье, и она сидела во главе стола. За столом с ней сидели 2 молодые женщины. Одна из них был довольно миниатюрной, с очаровательным овальным лицом и парой мерцающих глаз. У другой женщины была гибкая и изящная фигура с кожей, светлой, как снег, и лицом, холодным, как лед. Все 3 женщины были довольно бледными. Никто из людей за первыми 2 столами не привлек внимания Хань Ли. Несмотря на то, что все их уровни культивации были для него непостижимы, он ожидал этого, поэтому не очень удивился. Однако его спокойствие дало трещину, когда он увидел 2 молодых женщин за последним столом. Но он быстро успокоился, и выражение его лица стало нормальным, но тень шока в его глазах выдавала его истинные эмоции. Откуда они здесь? С тех пор, как он разделился с ними в море рассеянных звезд мира людей, он больше ничего о них не слышал и никогда бы не подумал, что встретит их здесь, в мире духов. Видя, что 2 из них были еще живы, казалось, что они успешно владели техникой восхода души. Несмотря на то, что Хань Ли быстро отвлекся от них, его сердце все еще билось от шока.
Гибкая и изящная красавица была Юань-Я из «Моря рассеянных звезд», а миниатюрная женщина рядом с ней, естественно, была ее старшей боевой сестрой Янли, которая почти погибла много лет назад. Когда он только начинал делать себе имя в человеческом мире, он несколько раз встречался с Юань-Я. Он был тронут ее решимостью спасти Ян Ли и в конце концов уступил ее мольбам, решив оказать ей свою помощь. Однако кто бы мог подумать, что по пути они встретят легендарный призрачный туман. В результате он был затянут в призрачное царство, и ему удалось сбежать оттуда после продолжительной борьбы. Однако, выйдя оттуда, Юань-Я исчезла. Теперь, когда он снова встретился с ней, она, казалось, была в одном ряду с демоническими монархами земной бездны, как Хань Ли должен был сохранять спокойствие после такого открытия. В тот момент, когда Хань Ли вошел в зал, все остальные тоже обратили на него внимание. Однако реакции Юань-Я и Янь Ли отличались. Легкое изумление промелькнуло в глазах Юань-Я, увидев Хань Ли, но она сразу же снова приняла равнодушный вид. Напротив, Ян Ли просто моргнула от замешательства, и было совершенно ясно, что она практически забыла о Хань Ли, но была поражена ощущением, что он каким-то образом была знакома с ним. «Он всего лишь духовный генерал, вы уверены, что он будет нам полезен?» Холодным голосом спросила женщина средних лет, сидящая за столом Юань-Я. Глава 1465. 4 демонических монарха. Не спеши с выводами, госпожа Лань. Господин Даосист Хань намного более могущественен, чем указывает его уровень культивации, и он обладает божественной дьявольской молнией. Даже если его уровень культивации был бы на 1 или 2 ранга ниже, он бы по-прежнему очень помог нам, если бы мог высвободить истинную силу своей божественной дьявольской молнии, усмехнулась Му Цин. Божественную дьявольскую молнию не так-то легко освоить. Чем выше уровень культивации, тем больше вероятность того, что он сможет справиться с этой молнией. Я очень скептически отношусь к тому, что духовный генерал сможет высвободить настоящую силу божественной дьявольской молнии. Если я правильно помню, ему нужно, по крайней мере, быть великим духовным генералом на ранней стадии, чтобы иметь возможность раскрыть всю мощь божественной дьявольской молнии, верно? Заговорило существо в красной мантии, сидевшее за другим столом. Его голос был довольно резким, напоминая звук металлического скрежета. Не волнуйся об этом, брат Ди Сюй. Хотя господин Даосист Хань всего лишь обычный духовный генерал на поздней стадии, чистота и изобилие его магической силы лишь немного уступают таковой великому духовному генералу на ранней стадии, так что я уверена, что он справится с задачей. В качестве альтернативы, есть ли у вас какие-нибудь предложения относительно методов, которые могли бы помочь нам снять ограничения с адской реки? Спросила Му Цин многозначительным голосом. Если этот человек действительно может помочь нам преодолеть ограничения, это, естественно, будет фантастикой. Я не собираюсь останавливать его, я просто обеспокоен тем, что он не сможет оказать нам существенной помощи, поэтому, пожалуйста, не пойми неправильно мои слова. Вмешалась другая фигура в красной мантии, и его голос был точно таким же, как у человека, который только что сказал, как если бы они были одним и тем же человеком. Му Цин сказала с неизменным выражением на лице: «Было бы лучше, если бы это действительно было так. Брат Лю Цзу, сестра Лань, что вы двое думаете об этом? Если это выгодно для нашего грандиозного плана, ты можешь рассчитывать на мою поддержку», равнодушно ответила таинственная фигура в черном плаще. Однако брови седовласой красавицы были плотно нахмурены, как будто она что-то обдумывала. «Что случилось, сестра Лан? У вас есть какие-нибудь альтернативные мнения, которые вы хотели бы озвучить?» — спросил Му Цин. «Душа этого человека необычайно сильна, и я планировал превратить его душу в одного из моих призрачных монархов, но сейчас мне придется искать другие материалы. Кроме того, Сюй Ди и я обнаружили этого человека раньше тебя, так не находишь ли ты неуместным требовать его себе?» Спокойным голосом сказала женщина. «Хе-хе, хочешь сказать, что это ты его всему обучишь, сестра Лань? Но если я не ошибаюсь, ты уязвима для силы молний, не так ли? В таком случае, как ты научишь его овладевать силой своей божественной дьявольской молнии? Если мы упустим эту возможность из-за задержки с твоей стороны, мы будем сожалеть об этом до конца наших дней», сказала Му Цин с легкой улыбкой на лице. «Похоже, ты имеешь в виду, что ты лучше меня понимаешь божественную дьявольскую молнию. Ни одна из нас раньше не использовала эту молнию, так разве имеет значение, кто его будет обучать?» Седая красавица холодно усмехнулась. «У меня тело духовного дерева. В древние времена божественная дьявольская молния была главной божественной молнией с древесным элементом среди божественных молний 5 элементов. Конечно, я более квалифицирована, чем кто-либо другой здесь, чтобы наставлять его». Лицо Му Цин стало слегка мрачным. «Это не обязательно так.
Я потратила на культивацию гораздо больше лет, чем вы, и я считаю, что моего опыта более чем достаточно, чтобы перевесить любые другие преимущества, которые ты имеешь в этом отношении, холодно возразила женщина категорическим тоном. Выражение лица Му Цин немного изменилось от этих слов, и она как раз собиралась что-то сказать, как вдруг заговорил Лю Цзу. Нет необходимости в споре. Разве мы не должны сначала проверить, действительно ли даосист Хань обладает божественной дьявольской молнией, прежде чем обсуждать что-то еще? Этот Лю Цзу явно был самой авторитетной фигурой среди четырех, о чем свидетельствовал тот факт, что обе женщины действительно замолчали, услышав его слова. Му Цин повернулся к Хань Ли со спокойным выражением лица и сказал: «Уверен, что ты слышал все, что мы только что обсуждали, поэтому мне придется попросить тебя использовать свою божественную дьявольскую молнию, чтобы ты продемонстрировал ее всем присутствующим. Уверен, что ты не откажешь нам в таком маленькой просьбе, верно, господин даосист Хань?» Кривая улыбка появилась на лице Хань Ли, и он, не теряя времени на слова, сделал печать заклинания. С раскатом грома из его тела вспыхнул яркий золотой свет в виде бесчисленного количества тонких золотых дуг, мгновенно образуя несколько толстых золотых молний, создавая поистине изумительное зрелище. Все в деревянном зале пристально смотрели на дуги золотых молний, включая Му Цин, хотя она уже однажды видела это. Лю Цзу махнул рукавом в сторону Хань Ли, и порыв черного иньского ветра устремился прямо к нему. Хань Ли приподнял бровь и указал пальцем, посылая золотую молнию навстречу набегающему порыву иньского ветра. Золотая молния взорвалась с оглушительным раскатом грома, соприкоснувшись с черным ветром. Ветер мгновенно поблек, как снег под палящим солнцем, исчезнув в небытие. Ошибки быть не может, это действительно божественная дьявольская молния. Кивнул Лю Цзу, и в его голосе звучал намек на восторг. «Сколько зарядов божественной дьявольской молнии такого ранга ты можешь выпустить, господин Хань?» Внезапно спросила одна из фигур в красном. «Около 20, но после этого молнии потребуется много времени, чтобы восстановить свою первоначальную силу», ответил Хань Ли. Он солгал. В действительности, он был способен высвободить в 3 раза больше молний, чем сказал. 20 должно быть достаточно, другая фигура в красном радостно захихикала, услышав это. В самом деле. Несмотря на то, что ограничение адской реки довольно грозное, оно никак не устоит перед лицом стольких разрядов божественной дьявольской молнии. Хорошо, что он действительно обладает божественной дьявольской молнией. Теперь можем обсудить, кто будет обучать господина даосиста Ханя. Мы с господином Дисюй совершенно не знакомы с божественной дьявольской молнией, поэтому не будем называть свои имена. Проблема в том, что и фея Му, и ее госпожа Лань хотят взять под свое крыло господина даосиста Ханя. Довольно сложно решить, кто лучший кандидат. Вот мое предложение: до реализации нашего плана осталось еще несколько лет. В течение первых 2 лет мы можем заставить его учиться у феи Му, а 2 года после этого он проведет под опекой госпожи Лань. Остальные 2 года господин даосист Хань должен будет усваивать и доводить до совершенства то, чему его обучили. У кого-нибудь из вас есть какие-либо возражения? Равнодушным голосом сказал Лю Цзу. Обе женщины немного помедлили, услышав его предложение. «Хе-хе, это блестящее предложение, брат Лю Цзу. Никто из них, похоже, не желает уступать, так что это лучший способ продолжить», хихикнула одна из фигур в красных одеждах, потирая руки. Седовласая красавица на мгновение помедлила, а затем кивнула. «Поскольку и господин даосист Лю Цзу, и госпожа Дисюй одобряют эту договоренность, у меня тоже нет возражений». Напротив, Му Цин хранила молчание с задумчивым выражением лица. Холодный свет вспыхнул в глазах Лю Цзу, и он спросил холодным голосом: «Тебя не устраивает такая договоренность, фея Му?» «Конечно, нет, мы сделаем, как ты сказал». Сердце Му Цин задрожало, и она заставила себя улыбнуться. «Тогда решено. В любом случае, это все тривиальные вопросы. Все идет к реализации нашего великого плана. Господин даосист Хань, мы дадим тебе 6 лет, чтобы овладеть истинной силой божественной дьявольской молнии. Если ты сможешь сделать это, тебя ждет блестящее вознаграждение. Но если ты не сможешь овладеть божественной дьявольской молнией за 6 лет, хе-хе», начала одна из фигур в красных одеждах, а затем ее голос затих. Хотя он не закончил фразу, угроза в его словах была очевидна. Выражение лица Хань Ли немного потемнело, услышав это. «Будь уверен, господин даосист Хань. Ты способен овладеть силой божественной дьявольской молнии в таком молодом возрасте, поэтому ты должен обладать выдающимися способностями. Для кого-то вроде тебя овладение божественной дьявольской молнией за 6 лет не будет проблемой. Однако, чтобы ты не попытался сделать что-либо во вред всем нам, нам придется наложить некоторые ограничения на твое тело», сказала седая красавица и внезапно подняла руку. Внезапно из ладони вырвалась серая нить и достигла Хань Ли в мгновение ока.
Выражение лица Хань Ли резко изменилось, и он рефлекторно попытался уклониться, но близлежащее пространство внезапно сузилось, после чего он был полностью обездвижен огромной силой. Веки Хань Ли дернулись, и после того, как в его голове промелькнула серия разных мыслей, он воздержался от использования любых своих сил, чтобы попытаться сопротивляться. Он просто смотрел, как серебряная нить исчезла в его теле с мрачным выражением лица. Почти в один и тот же момент Лю Цзу, Му Цин и Дисюэ выпустили шар черной ци, шар зеленого света и облако кровавого тумана соответственно, и все они также быстро исчезли в теле Хань Ли. Только тогда огромная сила, давившая на Хань Ли, исчезла. Он поспешно провел внутренний осмотр своего тела с помощью своего духовного чутья, и его выводы оставили его довольно обеспокоенным, но также позволили ему вздохнуть с облегчением. Ограничения, введенные в его тело, были просто отслеживающими талисманами, которые на самом деле не могли причинить ему вред. Однако с этими вещами в теле ему было бы почти невозможно сбежать. «Господин Хань, ты останешься в лесной бессмертной долине в течение следующих 2 лет. После этого госпожа Лань пришлет за тобой своего человека». Теперь дискуссия по этому поводу подошла к концу, давайте обсудим другие вопросы. «Госпожа Лань, я слышал, что ты практически изготовила все 8000 высших призрачных доспехов, но тебе все еще не хватает». Лю Цзу быстро перешел к другим вопросам после решения этой проблемы. Все остальные слушали, время от времени вмешиваясь в оживленную дискуссию. На протяжении всего этого процесса демонические монархи не давали Хань Ли возможности говорить и не собирались слышать то, что он хотел сказать. Но опять же, он действительно не имел права высказывать свое мнение перед лицом 4 демонических монархов стадии интеграции тела и выше. В конце концов, независимо от того, был ли он в мире людей или в мире духов, сила определяла право человека. Простой культиватор стадии божественной трансформации и подобные ему не имели квалификации, чтобы его воспринимать всерьез. Таким образом, даже при том, что Хань Ли чувствовал себя довольно мрачно, он мог только молчать, размышляя о том, что он только что услышал. Демонические монархи не раскрыли многих деталей, но теперь он примерно понял ситуацию. Как и ожидалось, эти существа хотели позаимствовать силу его божественной дьявольской молнии, и они хотели использовать ее, чтобы сломать какое-то ограничение адской реки. Однако, что они сказали также об истинном овладении божественной дьявольской молнией? Неужели существовал какой-то уникальный метод максимизации силы его божественной дьявольской молнии? Или есть еще одна способность, которую он мог раскрыть с ее помощью? Хань Ли был абсолютно сбит с толку. Внезапно Хань Ли почувствовал, что кто-то внимательно изучает его и, подняв глаза, случайно встретился взглядом с Юань Я. Лицо Юань Я оставалось совершенно невыразительным даже после встречи с Хань Ли взглядом, но выражение лица Хань Ли слегка изменилось. Лишь через некоторое время он неторопливо отвел взгляд.